Добрый вечер, уважаемые друзья, уважаемые подписчики и все, кто следит за резонансным уголовным делом об убийстве Ирины Фарион. Я юрист Валерий Табаков, и я постоянно публикую видео, которые освещают ход дела, судебного разбирательства, которое проходит в Шевченковском районном суде города Львова по обвинению Вячеслава Зинченко в этом резонансном убийстве. Сегодня я обращаюсь к вам не как сторонний комментатор, а как юрист, который внимательно изучил доступные мне материалы по делу по факту убийства Ирины Фарион, совершенного 19 июля 2024 года во Львове по адресу улица Масарика, дом 3. Друзья, я хочу обратить ваше внимание на одно крайне серьезное противоречие между показаниями ключевой свидетельницы обвинения, гражданки Бабюк, и объективными данными видеозаписи с камеры наружного наблюдения, которая зафиксировала события с 19 часов 18 минут 28 секунд по 19 часов 18 минут 42 секунды 19 июля 2024 года во Львове по улице Масарика 3, то есть ровно 14 секунд до момента выстрела и непосредственно в момент выстрела. И давайте разберем все максимально подробно и по порядку. Здесь нужно сказать, что ссылка на это видео будет размещена в описании к данному видео. Также я со временем размещу и в подсказках эту ссылку. А сейчас разбираемся. Первое. Что именно зафиксировала камера? Камера расположена таким образом, что в ее поле зрения попадает автомобиль, возле которого свидетель Дума моет руки. Пешеходная дорожка, по которой двигался ряженый в панаме и очках и красных рукавичках, так называемый ряженый. Вся центральная часть дорожки вплоть до уличного столба, который находится на расстоянии всего около 1 метра от того места, где впоследствии было обнаружено тело Ирины Фарион. Ноги потерпевшей в кадр не попадают, и это важно. Таким образом, видимая часть дорожки составляет примерно 10-12 метров, а слепая зона начинается только на последних 3-4 метрах непосредственно перед подъездом. Второе. Что утверждает свидетельница Бабюк в своих показаниях? Согласно протоколу допроса и последующим пояснениям в суде, Бабюк шла по вот этой вот пешеходной дорожке в том же направлении, что и убийца. Сначала она прошла мимо автомобиля, у которого свидетель мыл руки, свидетель Дума. Затем прошла мимо Ирины Фарион, которая стояла у подъезда, поравнялась с Фарион, отошла от нее приблизительно на 3 метра дальше, и только в этот момент, находясь спиной к Фарион, услышала звук, похожий на выстрел. Третье. Почему Бабюк обязана была попасть в объектив камеры, которая фиксирует, как Дума моет руки и как ряженый
заходит в арку. Считаем физически. Средняя скорость пешехода женщины 50-60 лет составляет около 0,7 до 1 метра в секунду. За 14 секунд записи такая женщина прошла бы от 9,8 до 14 метров. Даже, друзья, если взять минимальную скорость 0,5 метра в секунду, очень медленно, за 14 секунд она прошла бы 7 метров. Из показаний Бабюк следует, что в момент выстрела она находилась всего в 3 метрах впереди Фарион. А это значит, что за те самые 14 секунд, которые фиксирует камера, она физически должна была пройти не менее 4-5 метров по полностью видимому камерой участку дорожки, от автомобиля Думы до края слепой зоны камеры. Это примерно 4-8 секунд нахождения в кадре даже при самой медленной ходьбе. Но на видео за все 14 секунд ни одного кадра, ни одной тени, ни одного силуэта, который можно было бы идентифицировать как Бабюк. Ее там просто нет. Четвертое. Что говорит прокурор Данилев? Прокурор Данилев в судебном заседании заявил дословно следующее. Бабюк вышла из поля зрения камеры за 1 секунду до начала записи, то есть до 19 часов 18 минут 28 секунд. Давайте проверим это утверждение, эту версию. Если Бабюк вышла из кадра за 1 секунду до 19 часов 18 минут 28 секунд, значит, в 19 часов 18 минут 27 секунд она уже была на границе слепой зоны. Чтобы за 1 секунду дойти до невидимого участка дорожки, ей нужно было бы ускориться, практически пробежать. Но мы считаем, что Бабюк и Данилев говорят правду. Что же получается? Что если Бабюк вышла из поля зрения за секунду до начала видеозаписи, то тогда, двигаясь со скоростью 0,5 метра в секунду, за 14 секунд она бы прошла 7 метров. То есть приблизительно 1 метр до Фарион и потом еще 6 метров после Фарион, но никак не 3. Выводы. Показания свидетельницы Бабюк объективно опровергаются видеозаписью с камеры наблюдения. То есть, по ее показаниям, судя, можно утверждать, что как минимум 3 метра видимой зоны камеры должны были прослеживаться на видеозаписи, где должна была быть зафиксирована Бабюк. Но ее там нет. И это, друзья, не мелочь, не мелкое расхождение. Казалось бы,
какие-то 14 секунд. Это фундаментальное противоречие, которое ставит под сомнение достоверность ключевого доказательства обвинения. В связи с этим я, как юрист, официально заявляю, необходимо немедленно провести следующие процессуальные действия. Первое. Истребовать полную видеозапись с данной камеры минимум за 2 минуты до 19 часов 18 минут 28 секунд, чтобы установить, была ли вообще Бабюк на этой дорожке в принципе. Второе. Провести следственный эксперимент с участием самой свидетельницы Бабюк на том же месте, с той же камерой, в то же время суток, с замером скорости ее ходьбы и точным определением границ поля зрения камеры. Третье. Назначить комплексную ситуационно-видеотехническую экспертизу для установления, могла ли Бабюк при заявленной ею траектории и скорости движения не попасть в объектив камеры. Уважаемые коллеги, юристы, журналисты, блогеры, общественные деятели, все, кому не безразличен исход судебного рассмотрения по обвинению Вячеслава Зинченко в убийстве Ирины Фарион. Прошу вас максимально распространить это видео. От того, будет ли устранено это грубейшее противоречие, о котором я только что рассказал, зависит, отправят ли за решетку действительно виновного человека, или дело снова превратится в очередной пример громкого, но недоказанного преступления. Я, юрист Валерий Табаков, готов предоставить весь свой анализ и расчеты стороне защиты, потерпевшим или суду, если кто-то из участников процесса обратится ко мне официально. Спасибо, друзья, за внимание. Подписывайтесь, ставьте колокольчик. Впереди будет еще много важной информации по этому делу. С уважением, ваш юрист Валерий Табаков. До новых встреч!